Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Хочу сказать, что я ограничила форум, точнее закрыла форум сегодня к прямому эфиру, поэтому те, которые будут писать, знайте, что в этом прямом эфире форум ограничен. И на то есть причины. Во-первых, для того, чтобы определенные колхозники не топтались по моей душе, задавая нарочно тупые вопросы. Во-вторых, потому что это откровение, рассказ, разговор с вами по душам. И мне не нужно отвлекаться ни на что. Почему я сняла прямой эфир, снимаю прямой эфир, а не просто ролик и не выставляю? Наверное, чтобы у меня не было пути отступления. Я человек сильный и ненавижу трусость. Но бывают моменты, когда ты просто на полпути испытываешь этот страх открыть душу. И я могу передумать, просто загрузить такой ролик. А поскольку это прямой эфир, у меня, по сути, не будет выхода, выбора, я уже с вами поделюсь и уже загружу. Я хочу вам всем запретить всякие такие сладострастные комментарии, всякие утешительные комментарии. Я вам рассказываю о своей жизни не для того, чтобы вы меня жалели. Я вообще терпеть не могу какие-то такие жалобные вещи. Я считаю, что сильного человека жалеть – это все равно, как оскорбить этого человека. Но поскольку я человек общественный, поскольку я очень много рассказывала о своей жизни, многое, но не все. Есть очень много такого, что я не хочу вспоминать даже, настолько это больно. Это не позорно, это не грязно, мне нечего стесняться и стыдиться нечего. Но моя жизнь была очень непростой, начиная с детства и, наверное, до сих пор. Вы знаете, друзья мои, поскольку я пример для многих людей, как нужно бороться в этом мире, то я считаю, что моя жизнь должна послужить просто путеводительной звездой, путеводной. И так правильно. Для женщин, которые считают, что они обязаны и должны до конца жизни любить того, кого они любили и кого представили миру. Мы считаем, что люди же знают, что это мой муж, и как так, а что делать. И самое интересное, они тоже этим манипулируют. Ведь люди знают, ты уже представила меня своим мужем, и вот что они тебе скажут, сама подумай, играют на твоей морали, сами будучи далеки от этого. Вы знаете, я просто плюнула на все и поняла, что, как я вам говорю, отними все карты у врагов. Они о тебе гавкают, а ты возьми и расскажи правильную версию, и так будет правильно. Но я хочу, чтобы вы правильно поняли, я не ради них сейчас рассказываю, нет. Просто пришел момент, и я готова с этим поделиться с вами, поэтому и рассказываю. Я просто готова вам рассказать, и, может быть, мой рассказ, а я женщина храбрая, вы знаете, что я очень открыто сказала и поговорила о таких вещах, которые многие пытаются забыть или ссоры из избы не выносят. Можете посмотреть мое откровение. Я сняла 2 ролика, и там есть очень много
о моей очень страшной жизни, которую я прошла. И не случайно эта онкология меня догнала. И самое обидное в этом мире, что мало того, что ты проходишь эту боль, так еще и за эту боль еще расплачиваешься своим здоровьем после. Через много лет за эту боль еще раз расплачиваешься. И я расплатилась сполна. Дорогие друзья, я назвала это «Ведьмы тоже плачут». Но я хочу, чтобы вы меня поняли. Я, будучи очень сильным человеком, а я себя такой считаю во всех отношениях, потому что если бы у меня не было такого характера, я бы не выжила той жизнью, которая у меня была, и если бы за моей спиной не было тех сил, которые меня вели, я бы не выжила. Потому что вражда в моей жизни, боль в моей жизни, использование моей доброты, это было очень много. Меня, наверное, так учили. Закаляли сталь. Знаете, бриллиант тоже прессуют и придают блеск при очень высокой температуре и при очень высоком давлении, но потом сверкает во всем. Главное не потерять себя, главное не озлобляться. Возможно ли это? Да, возможно. Если у тебя планка высокая, вот поверьте мне, человеку можете делать самое страшное зло, можете издеваться над душой этого человека, глумиться, но этот человек не станет аморальным, не станет грязным и не опустится. Вот какой он был, такой и останется, станет мудрее и сильнее. А грязный аморальный человек, он может жить в прекрасных условиях, его могут окружать любящие люди, он в итоге покажет свое дерьмовое лицо. Это не от этого зависит вообще. Я уже поняла просто. Дело в том, что до 40 лет ведьме не дается семейное счастье. Я это знала. И ты судьбу не обманешь. И каждый раз, когда ты пытаешься идти наперекор с силам, все же они тебя наказывают. Они тебя наказывают, ставят на место и показывают тебе еще раз, в очередной раз, что не нужно бежать вперед батьки. Надо ждать того человека, которого они приведут сами. Вот в моей жизни сейчас единственный человек, которого привели сами силы. И наше знакомство состоялось очень в таких удивительных таких моментах. Я подробно не хочу вдаваться, но немного расскажу вам. Я хочу вам сказать, что вот человека, которого все время выставляют, ну, примитивные людишки, вот фотографии там моей прошлой жизни. Ну, естественно, если у тебя есть жизнь, если у тебя есть мужчина, друг, да подруги, да кто угодно, это твоя жизнь. И, конечно, вот ты выставляешь фотографии, конечно, ты хочешь с этим человеком жить всю жизнь, ты любишь этого человека, ты его возвышаешь, поднимаешь, эм, представляешь мужем, да, всем и вся. Это нормальная вещь. И когда проходит время, если ты расстаешься с этим человеком, естественно, остаются фотографии, естественно, остаются записи. Ты, там, если ты еще и общественный человек, еще больше остается. Это нормально, дорогие друзья. Человек вправе решать свою судьбу. Он не обязан из-за замухрышек терпеть, жить, э, с тем человеком, с которым отношения себя уже исчерпали, только ради того, чтобы какие-то выродки завтра не выставили эти фотографии, не сказали, вот, а вот еще один муж. Ну, ради каких-то живностей не стоит, знаете, губить свою судьбу или останавливать себя, когда нужно уходить. И, естественно, они эти фотографии взяли, и ВКонтакте были, и на моем канале выставляла. Правильное дело, это моя жизнь. Я могу вполне об этом не рассказывать. Еще раз вам говорю, я говорю не потому, что они выставили или выставляют, или показывают. Нет,
Просто пришло время, и я вот, знаете, внезапно сегодня пришло, вот такая мысль пришла. Просто так мне ничего не приходит, оно все приходит закономерно. Поделись с людьми, потому что есть женщины, которые именно в том положении находятся. Когда я снимаю вам видеолекции о токсичных отношениях, когда я снимаю видеолекции об обидах женских, о том, сколько боли им бывает, причиняют нам люди, которых мы любим безумно, больше жизни, готовы на все. Вот моя ярость в этом повествовании, мой разговор, откровенность, искренность, не фальшивость, понимаете? Мне кажется, это выдает меня, и разумные люди понимают. Она-то рассказывает о своей жизни. Понимаете, это не просто с воздуха взято или где-то прочитано. Она говорит о своей жизни. И кто, как не человек, который совершал ошибки, может научить вас эти ошибки не совершать? Человек, испытавший эту боль, пытается вас уберечь, объяснить вам, дорогие женщины, не надо бояться общества, бояться каких-то выблетков, которые потом будут говорить, вот она развелась, вот у нее еще один появился или кто-нибудь. Бояться каких-то существ. Вы живете для себя, у вас одна жизнь. И ждать от общества какого-то одобрения, кто они такие. Они с ним не спят, они с ним не живут, они его пьяные крики не слышат. И это все проходите вы через эту мясорубку. И поэтому почему вы должны жить ради них, ради того, чтобы люди не говорили? Да плевала я на людей и на то, что они говорили. Те, кто тебя обсуждают, они грязнее тебя в миллион раз. Но они считают себя вправе судить о тебе. С какой стати? А с такой стати, что у них, например, не хватило смелости поменять свою жизнь, а у тебя хватило. И дабы оправдать себя, свое бессилие, свою, скажем так, абсолютную слабость, бесхребетность, они начинают говорить, вот, как-никак, у меня все-таки есть муж, да, я терпела, но в любом случае у меня хотя бы муж есть. Какой муж? Муж – это поддержка, это мужчина, слово «за мужем», знаете, за ним, как за каменной стеной. А если этот муж всего лишь официально, а если нету отдачи оттуда, если нету благодарности за все, что ты делаешь для этого человека, всякая любовь умирает. Если кому-то кажется, что я в этом своем откровении сейчас будет какой-то, знаете, плач и вой очередной женщины, и обвинений, сплетни о бывшем, который ушел или которого она изгнала из своей жизни, вы ошибаетесь. У меня нет таких намерений обливать кого-то или оправдать себя. Наоборот, я хочу вам сказать, что человек, который был в моей жизни, звали его Вача и зовут, он есть сейчас. Он замечательный воин Отечества. Он преданный сын моей Родины. Он за мою страну пойдет, умрет, вообще не моргая глазом. Он очень замечательный отец. Он любит своих детей и предан своим детям. Хотя с женой не было никаких нормальных отношений. Сейчас они живут врозь, да и тогда в том числе. Я бы никогда не позволила себе увести кого-то из семьи. Они уже расстались, когда мы с ним начали свои отношения. Я знала его до нашей встречи 4 года. И я хочу вам сказать, что для того, чтобы начать новые отношения, мне требовались годы. Просто годы. Раньше, чем за 3-4 года после расставания с человеком, у меня не было никаких отношений, никаких встреч с кем-либо. Я не могу. Я не могу так. У меня нету скотского инстинкта. Я страстная женщина, но я, знаете, я не могу испытать никакого удовольствия или какого-то удовлетворения, когда человек мне не родной, не близкий. Это моей природе чуждо, поэтому вот просто телесное, скотское, вот это вот
плотское и так далее, это не мое. Для меня душа важнее. Я могу жить с человеком с любым недугом, но если я знаю, что человек тебя любит и уважает, и с ним комфортно, мы сейчас к этому вернемся. Так вот, я хочу сказать, что я не хотела его чувства задеть, даже после того, что он сделал, а сделал он то, что он убил нашу любовь, он просто уничтожил его, растоптал. Но в любом случае я даже в этом не хотела быть сукой, знаете, которая вот отправит фотографию, скажет, вот, посмотри, у меня есть другой. Я долгое время не могла, я не знала, как это сделать, но я понимала, что надо точку поставить в любом случае. Мы уже расстались, мы с ним не жили больше 2 лет. Просто я не собиралась каждый раз кому-то что-то говорить. Я жила своей жизнью, работала, как всегда. И никто этого не замечал и не знал. Вы не представляете, какие ужасающие душевные страдания мы проходим. Я отдаю людям это все, но я за это расплачиваюсь своей жизнью, своим счастьем. И это просто так сказать легко. Расплачиваюсь. Так вот, я хочу сказать, что Ваче, как мужчина, он как человек, как любитель нашего Отечества, как отец, он замечательный человек. Понимаете, я не допущу мужчину низкого ранга, ничтожества в свою жизнь. Это означало бы, что я такого же уровня. Я никогда не принижу человека, которого любила когда-то. Значит, было за что любить, если я любила. Если мы расстались с человеком, это не означает, что он был просто мусор, я его подобрала. Нет, я любила этого человека, и он был достоин этой любви. И когда я его любила, он был человек. То ли моя судьба видовская, что любой мужчина, который со мной связывается со временем, становится монстром и начинает меня жрать. Либо действительно до 40 лет было сказано, что нельзя, и значит, нечего было делать это. И я хочу вам сказать, что, дорогие друзья, если помните, я как-то рассказывала, что мне было 15 лет, и я проснулась от поцелуя в губы. Это был настолько вот просто чувственный поцелуй. И я полудреме спрашиваю, кто ты? Он назвал свое имя, не буду говорить, и сказал, я твой муж. И вот после этого я проснулась влюбленная, я поняла, что такое любовь. Я ощутила, почувствовала через себя, что такое любовь. До этого, конечно, слово «любовь» вызывало ха-ха, хи-хи и прочее. И с этим именем в моей жизни не было никого. И, может быть, действительно его должны были привести в мою жизнь. И, знаете, говорят, не занимайся самодеятельностью. Вот я сама хотела этой любви, стремилась, и всегда эта любовь обжигала мою душу и просто практически губила во мне все живое. Всегда, когда я, наверное, этим злила силы. Они должны были сами привести, а я хотела сама. Потому что я женщина, в конце концов. Потому что мой труд, моя работа, она настолько тяжелая, что мне хочется к концу дня с кем-то поговорить. Просто поговорить, понимаете? Тут даже не постельные отношения, просто пройтись по лесу, поболтать о чем-то, просто пообщаться, чувствовать себя человеком. Нужно это очень просто, катастрофически этого не хватает у нас в жизни. Мы были с ним знакомы 4 года до того, как вообще у нас возникла любовь, морковь. 4 года общались. Он 3 года почти просил мой номер телефона. Мы с ним познакомились в Одноклассниках. Почти 3 года он просил мой номер телефона. А на 4-й год я ему дала номер телефона.
И после этого мы не расстались. Мы еще общались, наверное, полгода. Постоянно на видеосвязи. И я чувствовала от него эту опасность. Но, знаете, любовь, она такая вещь, притупляет голову. Сказать, любил ли он меня, любил. И я уверена, что до сих пор любит. Но эта любовь какая-то, знаете, бесчеловечная, любовь монстра, и, я не знаю, любовь удава и кролика, что-то в этом роде. Когда крокодил жрет жертву и плачет горючими слезами. Вот такая любовь. Любовь, которая уничтожает тебя, испепеляет душу, которая не дает тебе развиваться, которая просто вгоняет тебя в болезнь, вгоняет тебя в депрессию, в нежелание жить на этом свете. Такая любовь, вот такая интересная любовь. Болезнь, наверное, а не любовь. И все начиналось замечательно. И очень близкие отношения, очень родные отношения. Он приезжал, уезжал, у него там были дела, и здесь были дела. И потом я начала замечать за ним, во-первых, жуткую ревность, ненависть ко мне из-за того, что я поднимаюсь, я известный человек. Вы знаете, вот после того ужаса, когда я испытала и прошла в Москве, после того просто ужаса, который у меня был, я хотела просто человеческих отношений, чтобы мне хотелось жить, чтобы моя душа воскресла. Когда это все прошло в моей жизни, я вам объясню, у меня было ощущение, что я наблюдаю жизнь со стороны. У меня жизнь была как черно-белое кино. Это нужно пройти. Я не желаю вам пройти, чтобы вы поняли, что это. Это жизнь на автопилоте. Мир становится просто, знаете, сужается до уровня поесть, поспать, встать, работать. На автопилоте просто. Я осталась буквально с 500 рублей в кармане человек. Просто, вот просто, буквально вот так. И на тот момент мне было даже все равно. Настолько без разницы, хоть на вокзале поживу. Вот только бы душа отдохнула от этих угроз, от всего этого. И не хочу еще раз рассказывать. Я прошу, если есть желание, откройте мое откровение и посмотрите, что мне пришлось пережить в Москве. И вот такая опустошенная душа, она хочет наполнения, она хочет тепла. Я сделала операцию, мне вырезали пол лица, я считаю, что я потеряла свою красоту, да. Хотя я ухоженная женщина, я стараюсь за собой ухаживать. Я потеряла во многом фигуру, потому что эти все гормональные препараты, которые тоннами просто вливали в меня, мне нужно было спасти себя. У меня выхода не было, и гоняться за красотой никто не собирался. И сейчас я вернула себя в норму. Я очень сильно располнила тогда. Вот для меня сейчас вот так выглядеть – это героизм. Я уже под 100 почти практически сравнялась. И сейчас я уже, знаете, 60 с чем-то. Я думаю, это просто героизм. И я за 2 года смогла скинуть почти 30 с чем-то килограмм. Я взяла волю в кулак и скинула это. Я вернула себя действительно в былое состояние. Меня может понять тот человек, который сделал в этой жизни себя сам. Всякие замухрышки, всякие ничтожества, которые гоняются за каждым моим словом высказанным или за каждой точкой. И это не та публика, которая меня поймет. И после такого опустошения, когда твоя душа просто сгорела и по новой воскрешала, и когда мир был вот просто черно-белый, никакой, мне нужен был человек, которого я бы полюбила.
Наверное, больше, чтобы я полюбила, чем меня даже. У меня была нужда любить. Любить ради кого-то, пойти вперед, подняться. Я ему очень благодарна за то, что не то, что он вернул меня к жизни, нет, его присутствие, просто то, что он был в моей жизни, это мне дало стимул двигаться дальше. Я ему за это благодарна. Невзирая на то, что он то же самое сделал со мной практически, но вначале он меня заставил просто жить не потому, что он был нежен, понимающий, нет, а просто потому, что он был в моей жизни, и я себе, знаете, как говорится, женщине дай мужчину, остальное она сама нафантазирует. Я себе там такой образ рыцаря создала в голове, что просто вот ни в какую. И я вот, держась за этот образ, себя заставила жить и подняться. У нас было очень много схожего, во-первых, потому что я человек очень патриотичный, и поэтому он меня и полюбил, и поэтому он и обратил на меня внимание. Мы нашли общий язык, мы говорили об истории, обо всем. Мы были просто одно целое, целых полгода. И после начался кошмар. Кошмар такой, что мне было очень досадно и обидно. Я говорила ему, ты понимаешь, что я только недавно излечилась от рака. Я только недавно просто встала на ноги. Я только недавно избавилась от смертельной опасности. Почему ты меня вгоняешь туда снова? Знаете, дорогие друзья, вот мы говорим, ну вот зачем вы с такими живете, вот, ну вот уходите. Когда есть чувство, очень тяжело порвать. Когда есть чувство к человеку, всегда ждешь какого-то повода простить. Ну, потому что, ну, как можно не простить человеку, который на колени стал, ноги тебе целует, я дурак, прости, я идиот, вот хочешь, вот возьми что-нибудь, дай мне по голове, вот на, вот возьми, вот дай мне по голове, я идиот, и как я мог, да чтоб я сдох, и неужели я такое говорил, я не помню, не могу представить и так далее. И, э, и каждая женщина думает, наверное, осознал, ну, понял. Ну, бывает, ну, бывает, да. Ну, человек, ну, психи, ну, нервы не в порядке, ну, воевал, ну, контужен был, ну, всякое бывает. А потом это повторяется, повторяется, и потом в это вмешиваются горячительные напитки, тогда начинается полнейшая шизофрения с ревностью к таксистам, ко всем столбам. Кому-то кажется, что ревность это так приятно для женщины, а для меня лично это оскорбительно. Потому что ревность, знаете, должна иметь меру. Одно дело, когда тебя ревнуют и пытаются беречь, чтобы вдруг кто-нибудь не увел. Другое дело, когда тебе просто говорят, что ты чуть ли не со всеми таксистами и продавцами булок, и с прохожими, которые на тебя посмотрели, и с теми, кто там торгует вишней. Это уже не ревность, это уже переходит в такой, знаете, в грязное русло, и ты уже начинаешь чувствовать, как будто тебя окунают каждый день в канализацию. Это очень мерзкое чувство, и ничего веселого, приятного я не вижу. Особенно мне интересны тупые бабы, которые вот такие радостные рассказывают о том, ой, как он меня ревновал, да вот это. Не вижу ничего веселого в такой болезненной, ненормальной ревности. И не только ревность, потом начинается зависть. Реально зависть. Я первый раз ощутила на себе такое, что мужчина может завидовать тебе за то, что ты чего-то добиваешься в жизни, поднимаешься. Злость, ненависть из-за того, что тебя любят, тебя знают. Я почему-то думала, что человек должен гордиться этим. Оказалось, что я ошиблась. Я сужу всегда по себе. Я бы гордилась.
Я бы гордилась человеком, которого все любят, а он любит меня, он со мной. Но боюсь, что не у всех так. Зависть. Я добиваюсь, я иду вперед. Ужасающая зависть. Омерзительное желание тебя принизить. Концерты до утра. Расставание. Ночью уезжаем в аэропорт, провожаем человека. Через 2-3 дня он возвращается снова. Прости меня, я тебя люблю, жить не могу. Проходит 2 дня, ты еще только очухалась, у тебя столько дел, столько работы. И тут же опять же концерты до утра, да и вот это. Я знаю все, я все вижу, понимаю. Я хочу тебя уничтожить вот за кайф. Ну за что, зачем, что я сделала? Да вот за кайф, вот так хочу. И знаете, настал такой момент, когда я так подумала, думаю, слушай, знаешь, мои враги тебе должны вообще поставить памятник. Да, они бы мечтали сделать со мной то, что ты сделал, человек, которого я любила. Да они в жизни бы не сделали со мной то. Вот заметьте, у сильных женщин бьют всегда близкие люди. Все, кто с ней враждует, со временем смиряется, что ничего с ней сделать невозможно, отстают от него, да вообще уходят враги. Они понимают, что ну нереально с этим человеком невозможно. Не враги, нас бьют те, кого мы любим и кому мы отдаем душу. И вот ты стоишь и думаешь, да мои враги такое не делали, как ты делаешь. Я так понимаю, что я живу с врагом. Я просто живу со своим врагом у себя дома. Потому что, а как еще это назвать? Человек, который радуется твоим падением, человек, который безучастен ко всему, что происходит. Причем я такой человек, я никогда не вовлекаю никого из своих домочадцев. Вот мне там это сняли, то сняли. Я уже к этому привыкла, я к этому очень спокойно отношусь. Это моя жизнь, это творческая часть, это моя работа. Я не вношу это в семью. Понимаете, могу обсудить, могу сказать, смотри, эти идиоты, какую хрень сочинили про меня. Могу с юмором. Но я никогда не загружаю. Вот это замечательная, наверное, черта. И всегда их удивляла, что такие вещи происходят. Но я никогда в жизни даже вот намеком не покажу. Я веселая, гостей принимаю, все прекрасно, все хорошо. А потом, когда вот показываю, говорю, вот это вот неделю назад вот сняли, показывают про меня, представляешь? И у него шок. Да как же ты вообще вот так вот спокойно? Я говорю, а почему я должна из-за каких-то выродков? Так ведь у них цель такая, чтобы тебя отвлечь в сторону, расстроить, чтобы ты дома срывалась на свои. У них же именно такая цель. Знаете, угнетать тебя, твою нервную систему, чтобы ты не была счастлива ни в личной жизни, ни в семье, чтобы выносила это все в семью, всех доставала, у вас скандалы были на этой почве. Это слабые люди, вот так вот увидят такое, и вот скандалят и срываются, но никак не я. И тем более я всегда близких людей оберегала от этого. Вы не представляете, как я оберегаю сердце любимых людей. Я тактичный человек, я очень чутко веду себя с ними. Я... Да. И вот в какой-то момент я просто остановилась и думаю, это не тот человек, которого я любила. Это кто-то совершенно другой. Или я чего-то не понимаю, или мне просто уже было стыдно за его поведение. Я с ним никуда не выходила. Не выходила, потому что это отношение ко мне было видно всем. И это у меня вызывало омерзение. Мне просто было стыдно. А человек это делал специально. И говорил, я вот специально буду делать так, я так хочу, мне это нравится. Вот я буду тебя ломать.
Пьяный бред. Ломать за что? А вот за кайф. Мне так хочется. И вы знаете, я заметила, что его родственники, друзья, которые меня уважают до сих пор и знают меня, и очень хорошо ко мне относятся, потому что знают его просто. Они сказали, мы думали уже, ждали. Мы думаем, вот выдержал же человек 4 года. Мы с ним 4 года жили вместе. Вот выдержал же 4 года ада. Как это вообще возможно? Вы знаете, дорогие друзья, объясню вам как. Я просто любила. Когда ты любишь человека, да, вот ни за что любишь. Вот просто любишь и все. Не объясняется эта чертовая любовь никак. Вот за что, вот надо же вот, чтобы вот это. Да, очень по полочкам можно разложить, но есть чувство. Когда ты любишь человека, ты в любом случае, даже расставаясь с ним на полгода, все равно даешь ему шанс. А вдруг он понял, осознал. Ну, бывает, всякое бывает. Люди расстаются, потом создают отдельные семьи, после чего вместе снова сходятся и просто живут счастливо, потому что они поняли, что они потеряли, осознали, понимаете? Ну, мало ли, может, он понял. Но, но человек приезжает, и ты понимаешь, что ничего не изменилось, стало еще хуже. Но есть последняя капля. Ночные звонки, грязные слова, обвинение в том, что наверняка там кто-то у тебя есть, лежит, все это 100%, я знаю, мне говорили, рассказывали. И ты настолько уставший, головная боль, лежишь просто весь день, работал как ишак. А тут еще вместо приятных слов, любви, тебе еще говорят о том, что там кто-то лежит у тебя рядом, 100%. Ты уже понимаешь, понимаете, уже не больно, я вам скажу. Боли нет никакой. Безразличие. Вот ты слушаешь это все безразлично просто, выключаешь, отправляешь черный список на долгое время, пока через друзей, через знакомых не начинаются эти звонки по новой. Когда человек понимает, что идеальную женщину потерял, все переходит в угрозы. Просто угрозы, просто запугивание. Он всеми силами пытается вернуть. И ирония судьбы заключается в том, что действительно у меня никого не было. В мыслях не было никого встретить. Но он столько сказал о том, что у меня есть кто-то. Вот самое омерзительное, прям хочется взять что-нибудь, дать по голове. Когда тебе делают больно, ты пытаешься достучаться до человека, что ты мне делаешь больно, и ты меня потеряешь. И человек вместо того, чтобы задуматься и поменять свое отношение, понять, что он не прав, он тебя обвиняет в блядстве. Так легче. Ой, да ладно, хорош, хватит, а то я не понимаю. Ты кого-то просто нашла, и вот сейчас ищешь во мне какую-то причину. Я клялась, что это не так. Я убеждала, а потом просто махнула рукой и перестала на это реагировать. Устает душа. А потом ты понимаешь, что вот этот человек, который рядом с тобой, он уже для тебя ничего не значит. Но он с тобой живет. Он не хочет уходить, потому что с тобой выгодно, удобно, потому что ты верная женщина, потому что ты прощаешь, потому что ты добрая, потому что ты начитанная, потому что все на тебя смотрят, потому что очень гордо, когда ты живешь с женщиной, с которой многие сотни тысяч хотят просто познакомиться, поговорить. Это же так приятно, когда тебе принадлежит женщина, ну, которая не последний человек в этой жизни. Это
такое приятное чувство. Да, ему повезло со мной. Но вот повезло ли мне с ним – большой вопрос. И я просто уже понимала, что я не хочу его видеть. Даже, знаете, просто когда человек тебе уже ничего не делает, но столько обид внутри накоплено. Это абсолютное безразличие, это оставление на улицах просто, когда ночью человек может вытолкать тебя из такси и сам поехать домой. И совершенно не беспокоиться о том, что с тобой будет. Возле леса прям выйди из такси. Вот ты вышла и стоишь, он уехал. И таксист, который его отвез до дому, оказался человечнее, чем он, вернулся за мной и привез меня. Этот страх скандалов, этот страх, что твои крики, твой голос там слышат соседи. Это просьба о том, ты понимаешь, я здесь живу, я столько лет здесь живу безупречно, обо мне ничего плохого никто не слышал, не говорил. Зачем ты позоришь мое имя? Ведь люди слышат мне, тебе уехать, а мне завтра выйти на площадку с ними здороваться. И эти слова, да мне плевать, да мне похеру. Ты начинаешь думать, если тебе похеру, что обо мне скажут люди, если тебе похеру на мои чувства, то что ты здесь делаешь рядом со мной? Потому что человек, который рядом со мной, ему не должно быть похеру на меня. Он должен переживать за меня, ведь я же за него переживала. Ведь я же для тебя сделала очень многое. Почему ты для меня элементарно не можешь просто заткнуться, чтобы никто не слышал и не радовался моей боли? Это очень мерзко, особенно для женщины, которая только прошла эту трагедию. И когда ты улетаешь домой, возвращаешься, тебя в аэропорту встречает абсолютно в хлам пьяный человек, который швыряет твои сумки и материт тебя просто потому, что самолет опоздал. И я же не могу вперед самолета бежать, правда ведь? И вы знаете, просто в один момент, вот последняя капля была, когда в пьяном угаре я услышала такие слова: «Да мне с тобой стыдно на улице выйти, одноглазая уродка». О, эм, я не стала ничего говорить, потому что я поняла, что дойдет до смертоубийства, потому что я уже просто, наверное, за себя не отвечу, я чем-нибудь просто ударю и убью. И это омерзительное чувство, это такая ненависть просыпается. Вы не представляете, вот сколько ты любила человека, сколько у тебя было к нему чувств, это все не просто умирает. Ты вот смотришь на него и думаешь, вот если бы меня за это не посадили, я бы тебя сейчас просто раскромсала. Но поскольку я не хочу за тебя идти сесть в тюрьму, я подожду до утра. И я, человек не курящий, до утра выкурила пачку сигарет. И я не плакала, нет, я не ревела, ой, меня обидели, обозвали. Не, все умерло, все сдохло, все как бы охладело, все закончилось одним словом. Знаете, вот одним махом раз и нету ничего. И я утром просто встала. Это я вам рассказываю несколько эпизодов. Это 4 года было ада, мясорубки. Я-то надеялась, что человек мне заставит жить, я захочу жить, все это забуду. Что вы, я по новой это все вспомнила. Это мне напоминали каждый день. Вот, я знаю, ты мечтаешь про него. Вы представляете, вот человек ушел из концлагеря, да, и тут каждый день тебе говорят: я знаю, ты хочешь в этот концлагерь, ты скучаешь, не надо мне ничего говорить. Я прошу человека, не напоминай мне об этом, мне больно. Не напоминай, ты мне как враг. Ты специально мне делаешь больно, не понимая почему.
А человек еще больше наступает на твою душу грязными сапогами, и давит, понимаете, через мясорубку пропускает это все, по новой напоминает о том, вот, и вот если бы ты вот вовремя-то не связалась с кем не попала, ты бы не лишилась глаза. Я говорю, послушай, мне такое ощущение, что ты у моих врагов консультируешься, прям повторяешь их слова. Причем он смотрел ролики против меня, и эти же слова мне говорил. И я просто утром поняла, вот это была, наверное, последняя точка. Я утром поняла, что у меня к нему просто отвращение. Вот отвращение и более ничего. И утром я сказала, вот сейчас встаешь, берешь свои вещи и уебываешь отсюда, чтобы я тебя больше никогда в жизни не видела. Аргумент был железный. А как же люди? Ты же всем сказала, что я твой муж. Я сказала, вот как сказала, что ты мой муж, так и скажу, что больше не муж. Это не имеет никакого значения. Ты сейчас берешь свои вещи и проваливаешь отсюда из моей жизни. Просто очищаешь мое пространство от этой грязи. Дорогие друзья, таким людям бесполезно что-то говорить, доказывать. Надо просто уйти. И самое омерзительное, что это твой дом. И уходить он не хочет. Если бы это был его дом, я бы давно ушла оттуда. И открывала я двери, стесняясь соседей, потому что, мне было стыдно просто. Посреди ночи стучат. И люди, знаете, как люди не обязаны из-за моих там жизненных неурядиц просто ночью слышать крики или что-то такое. Чтобы не подумали, что тут просто какая-то блатхата с криками, с матом. Я просто открывала двери. И терпела до утра издевательства. Но издевательства не то, что руки поднимали, нет, этого не было, до этого не дошло. Может, и дошло бы, не отрицай, но не дошло. А просто издевательство, измывательство над твоей душой. Ну-ка расскажи, а сколько у тебя было-то? Давай не ври, а я что не знаю, там этот таксист на тебя смотрел, он тебя знает, и прочее, прочее, прочее. Настолько мне было мерзко, что вот эти таксисты, видя отношение ко мне, начинали ко мне клеиться. Мужчина не должен быть пьяным чмо. Он должен быть мужчиной. Если он пьет, он должен знать меру. Он должен пойти спать. Я не против того. Есть мужики, знаете, и пьют, и работают, и нормально. Но он не должен быть такой чучелой, как мы говорим, чтобы при тебе просто вот они видели, насколько ты уже превратился в тряпку, что ты унижаешь эту женщину, потом выходишь, куда ты идешь там мочиться, и тут же этот таксист начинает к тебе клеиться, потому что видит, что ты нуждаешься в его защите, как ему кажется. Это омерзительно, это тоже неприятно. Вы думаете, это приятно вообще, когда вот твоему мужчине вслед говорят что-то? Это мерзко, ты же живешь с этим человеком, понимаешь? Это, по сути, тебя унижает, ты живешь с этим товарищем. И таким людям ты никогда не докажешь, что они неправы. Это бесполезно. Я несколько раз записывала слова, включала. Ой, я идиот, как я мог, да как мне, ой, мне так стыдно, и все, пожалуйста, удали, неудобно. Но потом идет абсолютное отрицание. Это люди абсолютно без самокритики. Ты виновата. Это ты сделала, это ты. Э, Когда его друзья приходили, и замечательный был прием, человеческое отношение. И когда люди говорили, какой ты интересный человек, вот очень приятно общаться. Человек не гордился этим, он тут же мог ставить. Да кто она, вы еще ее не знаете, подождите, еще узнаете. Естественно, я это все превращала в шутку, но ведь больно же, черт бы его побрал, это очень больно. Когда люди тебе говорят такие приятные вещи, они
восхищаются тобой, и мужчина, который рядом с тобой, вместо того, чтобы быть счастлив, что это ведь твою планку поднимает, он говорил им, что да вы еще не знаете, кто это. То есть ему было неприятно даже то, что меня хвалили, даже то, что со мной нормально обращались эти люди, принимали меня за человека. Я еще раз говорю, он замечательный отец для своих детей. Он прекрасный воин, опытный и самоотверженный, но как муж, как мужчина, как друг, он абсолютное ноль. И вот после того, как это была просто последняя точка, ведь никто из вас не замечал эту боль, вот в этом и состоит сила человека. Жить, работать, как ни в чем не бывало. Меня топили отсюда, оттуда топили, тут ненавидели, там пытались навредить, тут сочиняли, там снимали видео. Любимый человек вел себя как ублюдок. Я только встала на ноги, еще эти болезни до конца не прошли, я еще и пила, лечилась, собственно говоря, и занималась жизнью, я пыталась встать на ноги и вставала. И все это навалилось на мои плечи после миллионов адов, которые я прошла. Еще один мне преподнесли прямо так на блюдечке. И я просто, знаете, я так сижу и думаю, да что ж это такое? Я какой-то супергигант. Ну сколько можно? Неужели я выдержу это тоже? Выдержала. Вот выдержала, представляете? Я иногда сижу и думаю, есть в этом мире нечто такое, чего я не смогу вынести. Не хочу, чтобы это нечто пришло, но иногда мне очень просто интересно, ну что еще должно быть в моей жизни после всего этого? И люди, которые примитивно какие-то фотографии, глаза мне рисуют, там что-то там нарисовали, какого-то Петю, Васю ко мне пришпандорили. Эти люди наивно полагают, что они мне причиняют боль, и что они меня побеждают, и что я сижу реву. Да вашу мать, ту боль, которую я прошла в своей жизни, вот вот тот ад, который мне пришлось пройти, и повторение, и снова, и опять, и разочарование, и просто-напросто умирание и воскрешание души, вот это боль. А вот это вот херотень, вот, ой, ты дура, ты тупая, ты курица, ты сумасшедшая, ты вот это, мы тебе там прокуратуру. Это смешно, это ни о чем вообще по сравнению с той болью душевной, моральной, которую ты испытываешь. Когда ты человека провожаешь со всеми почестями домой, а человек отворачивается от тебя, толкает прилюдно и идет туда на регистрацию, и люди смотрят так, ну, удивленно, мол, ну что это за... Это что за такие недостойные поступки? Это что за мужчина так себя повел? И ты стоишь такая вся обосранная, ты просто чувствуешь себя опозоренной. Ты проводила человека посреди ночи. Это изматывает, понимаете, наверное, вот это слово подходит, изматывает. Ты встречаешь человека, ты провожаешь человека. Мы в неделю 7-8 раз встречались, провожались. Встречались, провожались. Приехал, все прекрасно. Значит, весь день там концерты до утра, да ты кто такая, да ты вообще, да ты знаешь, какие меня любили, да вообще кто на тебя посмотрит, да я тебе это устрою, да ты увидишь, ты что думаешь, ты такая известная, мне можешь указывать. Причем указывать о чем? Там будешь чай, кофе принести? Вот ты что думаешь, такая известная, будешь мне тут права качать, да и ты знаешь, что я тебе... Утром улетаем. Утром улетаем, через 2 дня пролетаем. Прости, извини, любовь, морковь, я не могу без тебя жить. Причем, знаете, кому-то покажется, что вот какие-то там отношения постельные, вот он прилетел, там безумная страсть. Нет, абсолютно измотанная душа, усталость. Мне не давали время очухаться, одуматься, понять, что происходит.
Я уже не могла. Я просто всецело отдалась работе, чтобы не сойти с ума. Я думаю, это надо заканчивать, иначе просто будет плохо. Я собрала его вещи, и последнее, что он сказал, может, все же начнем сначала опять, вот все же, может быть, я говорю, знаешь, я сначала начинала, ну, просто, наверное, 1020 раз. Я больше не хочу начинать ни сначала, ни с хвоста, ни спереди, ни сзади. Я хочу, чтобы ты исчез, просто убрался. И чтобы моя душа просто восстановилась после стольких бурь. Просто исчезни из моей жизни, пожалуйста. Я буквально его выталкивала. То улечу, билет куплен, то пошла вон, я никуда не собираюсь улетать. Взял билет, разорвал, время прошло, все, полет ушел. Сижу на кухне, думаю, блин. Ой, через пару часов, когда уже рейс все исчез в небесах, слышу, слышь, поехали, все, я еду, я улетаю, ничего не знаю. Значит, приезжаем туда, покупаем билет, естественно, покупаю билет. Э, Вот, сидит, мы уже проходим регистрацию. Я никуда не улетаю, пошли все нахер, едем домой. И, значит, меня уже трясет, руки трясутся, потому что я понимаю, что до утра я не усну, значит, у нас будет концерт и разговор вообще ни о чем. Грязь, грязь, грязь. И я говорю, я не могу, пожалуйста, улетай. А, ты кого-то ждешь, я понял. Так кто-то там должен быть. Я сейчас покажу. Значит, это крик на весь аэропорт. Все оборачиваются, смотрят. Знаете, есть люди, которые очень любят играть на публику. Вот на публику, замечали? При всех ругаться, при всех орать, чтобы все посмотрели. Приезжаем домой, 2 часа посидели дома, значит, крик, ор. Так, я все, пошла нахер, я еду, я улетаю, я улетаю, я не хочу тебя видеть. Улетаем обратно. Приезжаем, покупаю билет. Уже похеру, сколько стоит этот билет, лишь бы улетел. Уже, значит, подходим к этому регистрации. Он пытается порвать билет, потому что я все, нет, я никуда не... Я уже просто... У меня уже такое ощущение, что я зомбированная какая-то, но никакая уже все. У меня глаза стеклянные, 3 дня не спала. Я говорю, будь так любезен, улетай, хорошо? Ну ты же меня любишь, ты же меня не бросишь. Не, не брошу. Улетай, все нормально. Точно, мы не расстаемся. Не-не-не, улетай, все хорошо, никто не расстается. Давай. Вот улетел человек, приезжаешь, падаешь, рухнула, уснула полдня, потом встала, все это убрала в таком состоянии, голова кругом, глаза уже кругом. Несколько дней работаешь, буквально и оттуда весть. Я прилетаю. Я говорю, не надо сейчас прилетать, пожалуйста, мне нужно время. Знаете, меня уже трясло просто. Вот меня уже при этом слове «я прилетаю», «я вот скоро буду», меня уже трясло, потому что я понимала, что я не могу избавиться от человека. Я не могу избавиться от человека. И либо я должна... Я закрывала ему пути и дороги. Он прилетал в Ереван, рейсы отменялись. И в итоге я не хотела вмешивать сюда магию. Вот поймите, ты хочешь, чтобы все было по-человечески, по-людски просто, понимаешь? Ну не хочешь ты и сюда вмешивать силы, но уже поняла, что я без них никак. Я же вам говорю, меня надо довести, чтобы я потревожила силы ради себя. И я начала просто закрывать ему пути дороги. А дальше я приду, вам расскажу. Я возьму сейчас зарядку и договорю вам свое откровение.
Сейчас перезагрузится, 2 секунды. Мы продолжим. И вот это последний раз, когда уже я просто окончательно для себя сделала вывод, что просто все. Вы знаете, я не буду сейчас рассказывать межличностные отношения, кто вот для кого сколько сделал и чего. Единственное, скажу, что моя совесть чиста. Остальное я затрагивать не люблю и не хочу. Я готова сделать все, что угодно для человека, лишь бы он был человеком по отношению ко мне. Материально для меня не столь значимо. Значимо духовное, которое я очень хочу получить, потому что такой человек, как я, который отдает всю целость себя людям, народу, нуждается в подпитке, в человеческом отношении, в тепле. Нужно мне это, я тоже человек. И не просто человек, я человек, который через себя пропускает тысячи бедствий и исправляет их, понимаете? А самой неоткуда брать эту энергию. И вот закончилось это все. И когда я уже поняла, что я просто от человека не могу избавиться, реально не могу, я просто начала делать закрывание дорог. И у него постоянно что-то случалось, и не мог ко мне попасть. 2 года мы с ним не жили вместе. Я была совершенно одна и просто всецело отдалась работе. Я работала день и ночь, и вы видели, я работала и в Новый год. Конечно, хавкали там. Вот она одна, Новый год. Я сама так решила. Я могла поехать домой, я могла привезти ребенка. Я сама решила, я не люблю праздники. Я сама так решила, что я и так очень много времени потеряла. И даже после, когда я хотела каких-то человеческих отношений, я опять же потеряла время. Хотя я не считаю, я в это время наверстала упущенное. Но в любом случае, дорогие друзья, если бы не такие помехи, не такая боль, не столько душевных, моральных страданий, не столько украденного времени у меня, я бы еще большего добилась. Я бы дом купила намного раньше. Мне всю жизнь пытались мешать все. Все просто лезли под ноги, понимаете, вставляли палки в колеса. И причем те, кому я делала много добра. И я просто 2 года удержала его там. Это невероятно. Просто удержала его там 2 года. Я с такой страстью делала эти ритуалы, чтобы его не было в моей жизни, вы не представляете. Я уже поняла, что я зря тяну это все. Я зря жду, пока реально меня достанут. Вот видите, вот сейчас точно так же начала делать ритуалы, и все накинулись друг на друга, все жрутся, все люди-то думали, что вот сейчас они выйдут против меня, и все там соберутся, все недовольны придут, и вместе будут там целый кипиш. А оказалось, что никто их не поддерживает. Хотя вначале хотели бы. Но если бы люди знали, что такое магия, они бы поняли, почему у них так получилось. Но поскольку они далеки от магии, конечно, они сидят, гадают, удивляются. Так вот, я поняла, что меня этим проучили. Мне просто сказали, что для себя тоже нужно обращаться, не только для других делать, но и для себя, потому что тебе это нужно. И делай это, и получай, и освобождай себя от людей, которые тебе не нужны в этой жизни. Я знаю, что он посмотрит, я знаю, что он следит за моей жизнью, я знаю, что он надеется вернуться, он пишет по-всякому. Я везде удалила, естественно, если я заканчиваю отношения, это все. Но я уверена, что он даже услышав это, ему не станет стыдно. И ему не станет плохо. Я уверена, что он себя оправдывает тем, что вот кто-то появился, все понятно, я так и знала и прочее. И бесполезно убеждать человека, что не было никого.
Никого. Я об этом и не думала. Я рассталась не из-за того, что кто-то появился, а потому что я просто устала. Я просто устала от непонятных отношений, от пустых отношений, от отношений, которые меня выжимали, которые были без отдачи. Я устала от социопата, который совершенно не считается с чувствами других людей, которым абсолютно насрать и наплевать, насколько тебе больно, одиноко, что ты прошла в жизни, который всегда найдет, чем себя оправдать, который вечно будет врать о том, что я не помню, я вот не соображал, я просто устала. Я сказала, что он мой муж. Да, он был моим мужем. А кем он еще был, если я 4 года с ним общалась и 4 года жила? Кем он был мне? Он был моим мужем. Но это не говорит о том, что я обязана жить с человеком, который мне счастья не приносит, только потому, что я кому-то сказала, что он мой муж. Но как сказала, так и говорю, что больше не муж. И что с того? Наверное, правда, пришло время, и я решила это говорить. Говорить для того, чтобы кому-то помочь. Может быть, кто-то, у кого точно такая же ситуация в жизни, просто послушает меня и поймет. Не ради людей, не ради мнений каких-то сомнительных существ. Ради себя живите. Знаете, причиняет боль, делает нарочно. Пошел нахер. Вот и все. И я чувствовала себя совершенно комфортно. И постоянные звонки, и разговоры. Неужели ты не скучаешь? Неужели нет? Хотелось взять телефон и сказать, я тебя прощаю, приезжай, я тебя люблю. Хотелось. Очень. Но я трезво понимала, что я говорю это от одиночества. Я говорю, потому что просто нуждаюсь в нежности. И даже монстра, знаете, хочется видеть, когда тебе очень одиноко в жизни, очень тяжело. Ты хочешь даже монстра видеть. Но, с другой стороны, я уже зрелый человек и могу свои чувства контролировать. И, естественно, я на трезвую голову понимала, что если я его впущу снова в жизнь, это будет еще хуже. Намного хуже, потому что они делают все для того, чтобы вернуться, чтобы тебя сожрать окончательно. Вот они приходят, чтобы добить. Есть люди, которые обожают просить прощения. Они попросили прощения, через 15 минут та же грязь, те же грязные слова, маты, боль. Вот они обожают делать дерьмо и просить прощения. Их единственная цель – это прийти снова в твою жизнь, чтобы снова тебя жрать, снова питаться твоей энергетикой, снова самоутверждаться. Ведь представьте, вот я сильная женщина, меня не могут сломать враги, мне никто ничего не может сделать. Я просто железная женщина, которая тысячам людям показала дорогу, как жить, помогла, объяснила. Какой же кайф такую женщину сломать и почувствовать себя практически божеством. Вы только представьте, он сломал, уничтожил, растоптал саму Ингу Хосроеву, вогнал ее там в какую-то депрессию, она жить не хотела. Вот представьте, какой кайф, есть чем гордиться. Есть такое. Хотите верьте, хотите не верьте, но такое существует. Сильную женщину уничтожить, растоптать и чувствовать полнейшее удовлетворение и кайф. Но я сказала ему одно слово: знаешь, меня никто никогда не сломал, и ты тоже не сломаешь. Я сказала, я тебе клянусь, ты тоже не сломаешь. Но придет время, я буду счастлива. Я понятия не имела, встречу я человека. Нет, я даже не думала об этом, поверьте мне. Я не хотела вообще, у меня уже отвращение было от всего этого. Но, наверное, через меня сказали ему силы. Я сказала, я прошла такой ад, и ты мне встретился буквально, когда я только что начала жить. Я думала, что ты станешь для меня всем. Я тобой
наполнила всю свою жизнь. Везде были твои фотографии, везде был ты. И не то, что о ком-то думать, я безумно тебя любила. Но ты сделала все для того, чтобы я тебя возненавидела. Чтобы я даже имя твое помнить не хотела. Вы поверите, я скажу, я даже не вспоминаю его. Такое ощущение, что у меня удалили эту часть памяти. Настолько было больно, что я даже помнить не хочу. Потому что это досада. Вот только что эта боль прошла, и пришел человек, который должен был хотя бы немного подарить счастье. Потому что я ему этого счастья подарила очень много. И человек не просто это не сделал, он пытался меня сломить. Он пытался меня сломить наравне с моими врагами, уничтожить меня, растоптать, чтобы этим гордиться. И в этот момент, когда я осознала, мне стало реально страшно. Страшно не потому, что я погибну, а страшно от того, кого я любила. Вы знаете, ты иногда задумываешься, садишься и думаешь, кого я любила, какого упыря я любила. Как можно было его любить вообще? Начинаешь себя ненавидеть. Но это глупо. Мы все можем любить, мы не боги. Нам всем дано чувство, и когда это чувство есть, мы не контролируем себя, мы можем прощать без конца и без края, пока эта любовь не закончится. И самое страшное, что я вам скажу, это не мат, грязь, вот напоминание боли прошлого. Нет. Самое страшное это осознать, что ты вынуждена жить с человеком, который для тебя уже ничего не значит. Это очень страшно. И человек, который понимает, что он ничего уже не значит, он понимает, что ты уже не хочешь его видеть. Но ты боишься даже ему говорить об этом, что ты знаешь, я не хочу тебя видеть. Боишься этой реакции, потому что там адекватной реакции нет. Потому что ты понимаешь, что если ты скажешь, не боюсь физической расправы или чего-то еще, нет, страх новой боли, если я скажу, что я не хочу тебя видеть, будут обвинения в том, что у тебя кто-то есть. Будет новая грязь. Человек не скажет, что такое, что я не так сделал, ну прости меня, ну скажи, я исправлюсь. Нет, он не так будет говорить. Он будет говорить, да ты, да знаю я тебя, а то можно тоже. Вон, не зря же говорят, ненавижу мужчин, которые начинают сплетни собирать. Вот про тебя же не зря говорят, это ублюдство. Это не должно быть. Мне все равно, что про него говорят. Если я люблю этого человека, мне абсолютно наплевать, кто там что говорит. Конечно, если ты кому-то мешаешь жить, конечно, если ты чем-то отличаешься от людей, конечно, если кто-то тебя ненавидит и завидует, он что-то-то должен будет говорить. Но это не повод этим упрекнуть человека, с которым ты живешь и спишь. Вот, про тебя же не зря говорили. Очень примитивные вещи, которые я просто не ожидала. Ужасающие вещи. Вот, мама же твоя не зря говорила, у тебя характер, ты ни с кем не уживешься. Ну вот и останешься одна, ну вот и будь одна, ну вот не зря же про тебя эти ролики снимают. И я в один момент, мне стало страшно. Я думаю, я делюсь со своим врагом, оказывается. Я ему говорю о том, что меня преследует, и я так храбро сражаюсь и просто стою на плаву, и меня не могут сломить. А человек говорит, вон, смотри, что про тебя еще и говорят. И я вот так рассмеялась ему в лицо. Он мне, ты что, с ума сходишь? Я говорю, нет, я наоборот, я умнеть начала. Хорошо, что ты говоришь. Продолжай, продолжай. Ты мне очень помогаешь этим. Потому что вечно у нас чувство вины, что мы его бросили, мы его послали. Так его не бросить, послать надо. Его надо было кирпичом по голове размазать. Не бросить и посылать-то. И, и вот ну, потрясающе, просто не передать словами. Более такие грязные вещи не хочу выносить на публику, и не хочу говорить об этом. У меня нет цели кого-то облить дерьмом. У меня цель
сказать женщинам, дорогие женщины, если вы можете быть счастливы еще раз, знаете, такую формулу счастья. Если один раз не получилось, попробуй еще раз. И плюньте на всех, кто что там говорит. И я еще раз говорю, самое страшное это вынужденно жить с человеком, которого ты уже не любишь, который тебе омерзителен, противен, вынуждена с ним жить, потому что тебе неудобно, ты не знаешь, как от него избавиться, а он не хочет уходить, ему очень хорошо. Но в то же самое время он губит твою душу, каждый день говорит о том, что тебя уничтожит, и тебя растоптает, и вообще ты посмотришь, что я с тобой сделаю, и все такое, и ты обязана и вынуждена жить, да потому что, чтобы доказать ему, что у тебя нету другого мужика, и ты ж не шлюха. Ужасающее состояние, я вам скажу. Хуже не придумаешь, чувствуешь себя в рабстве. Ненавижу тебя и вынуждена лечь с тобой в постель. Мерзок ты мне и вынуждена с тобой спать, чтобы ты не скандалил. Весело, правда? И вот все это, когда закончилось, и я закрыла ему дороги окончательно. И эти угрозы, все такое, просто плюнула на все. Знаете, у меня и такое ощущение иногда, что вот этот карантин и вот это вот вирус прям специально для меня создали, ей-богу, у меня такое чувство. Окончательно закрыли во все страны полеты, меня просто это спасло, вот это вот окончательно закончилось. И прошло 2 года. Я встретила человека. Я не знаю, что будет потом. Кто-нибудь скажет, а вдруг и этот человек там, может быть, да, может быть, нет, может быть, до конца жизни я буду с этим человеком, может, еще ребенка рожу и буду счастлива, а может, расстанемся, будем друзьями, я не знаю ничего, не хочу знать. Потому что, что касается моей судьбы, мне мало что показывает. Но в данный момент я хочу сказать искренне, это тот самый человек, который меня понял, потому что он прошел такую же боль, почти что. Мы общались просто как друзья. Мы очень случайно встретились, мы с ним общались как друзья. И я скажу, что он вытащил меня из этой боли. Я вот переломила себя, я просто через колено себя сломала, чтобы... Я слишком правильная, понимаете, это мне всегда мешало жить. А он переживал боль предательства, очень подлого предательства. Не хочу сейчас вникать в это, не считаю нужным. И он буквально просто ему, можно сказать, жить не хотелось. До такой степени его жизнь была очень болючая. Да, он жил, работал на автопилоте только, и все. Но в тот момент, когда мы с ним встретились, мы просто встретились и стали общаться как хорошие друзья. А потом это переросло в чувство, в искренние чувства. Не было безумной страсти, любви. Это постепенно началось. Постепенно началось. Все началось с дружбы. С очень искренней дружбы, просто человеческой. И понимания друг друга, потому что мы вот в такой момент опустошения встретились. Я с этим человеком не очень давно, но я хочу сказать, что мы вместе, наверное, пережили очень многое в отношении чувств и в отношении всего, что мы прошли за это короткое время. И потом переехали сюда зимой, то есть создали здесь условия и, понимаете, начали буквально с нуля каждый из нас свою жизнь. Это с нуля. Не только в материальном положении, материально тут вообще даже ни при чем, а в моральном положении, состоянии. Вот просто опустошенные 2 человека, которых предали просто. Предали и за все хорошее ответили дерьмом. Мы просто встретили и, наверное, спасли друг друга от этой боли. Нам захотелось жить. Вы не представляете, как его жизнь изменилась и моя жизнь. Совершенно новая жизнь. Просто человек воспрял духом, просто вот
за много лет поехал к родственникам, и все так, потому что когда человеку плохо, он скрывается от всех, никого не хочет видеть, никого не хочет беспокоить. И просто вот жизнь настолько изменилась, он настолько изменился, он просто стал живой человек, и я в том числе. И самое главное, страх пропал. Страх, что тебя обидят, страх, что тебя будут оскорблять. Появился в моей жизни единственный раз человек, который за меня морду набьет, который этому ромашке сказал пару ласковых слов так, что до сих пор у него жопа горит. А за меня ни один мужик не заступался. Все всегда прятались. Я вам один эпизод только расскажу из прошлой жизни, вы сделаете выводы. Когда этот товарищ наркоман, который меня преследовал, появился в нашем районе, я села в такси, увидела его в окно, что он там есть. Меня прям затрясло. Не то, что страха, потому что эту мразь, который пытался меня убить, которого ничего там власти не собирались с ним делать. Естественно, я вижу его снова. Меня затрясло. Все это нахлынуло, эти воспоминания, эта боль, этот ад. И я прихожу домой и говорю ему, я говорю, знаешь, я хочу тебе кое-что сказать. Нет, я позвонила, извиняюсь. Я позвонила в торговый центр. Я там сидела, взяла кофе, позвонила. Я говорю, ты можешь подъехать, пожалуйста, подъедь сюда. Вот я здесь сижу. А что случилось? Я говорю, ничего, просто подъедь, пожалуйста. Качество мужчины, хочу вам просто сказать. Мой бывший супруг. И он подъехал. Я говорю, знаешь, я его видела с окна такси. Он здесь ходит, и, пожалуйста, будь со мной рядом. Я не хочу эту тварь вообще видеть, ну, за километр. Если он увидит, что я не одна хожу, он не подойдет. Вы не представляете, что он там сделал. Да? Что такое? Ты что? Ты хочешь его видеть, у тебя там, ты тоскуешь. Я говорю, послушай, ты не говори такие вещи абсурдные, правда, не делай мне больно. Ты о чем сейчас? А что? А почему? Что? Я сейчас пойду его убивать. Я говорю, ты не можешь его убивать, ты его не знаешь. Ты вообще не знаешь, как он выглядит. Я примерно найду. Как ты примерно кого найдешь? Мы встали, я смотрю, что человек начал нервничать, значит, поднял скандал. Я с ним разговариваю, меня толкать посреди. Я говорю, послушай меня, это омерзительно, когда люди проходят, я с тобой говорю на полутонах, ты орешь, люди смотрят. Я говорю, ты мне что, враг или друг, в конце концов? Я тебе просто говорю, будь со мной рядом, я видела его, он где-то здесь. Мне неприятно, мне неспокойно. Ты вместо того, чтобы сказать два слова, не бойся, я с тобой, ничего никто не сделает. Больше ничего не надо. Ты на меня кричишь. Я так и знал. Я знал, что ты мне все равно не ценишь меня. Мне это понятно было с первого раза. Значит, вскочил, пошел куда-то. Я ему звоню, трубку не берет. В общем, вот так стою, как дура в торговом центре, постояла, взяла, приехала домой. А что мне делать? Через некоторое время пришел человек уже поддатый. Вот, ты мне не даешь возможность тебя защитить. Я хотел пойти его убить. Я говорю, ради всех богов, я тебя умоляю, заткнись. Просто заткнись и все. Забудь, нет его там, никого нет. А, все понятно, так ты врешь, ты, оказывается, врешь или не врешь. Так, все, я хочу домой поехать, мне это остоебенило, хватит, нахер, все, мне достало. И мы поехали покупать билет. Я его проводила в Ереван, вернулась, сижу и думаю, а ведь он сбежал. А ведь он сбежал. Он увидел, что это смертельно опасно, что там опасный человек. А ведь он сбежал. И когда он поднял шум, значит, мне это нахрен не надо, все это такое, я сказала, уезжай отсюда, пожалуйста, уезжай. Вот, ты все время говоришь, уезжай, ты сама сказал. Когда я ему напомнила этот случай, он говорит, ты сама же сказала, уезжай. А что я должна была говорить, когда я видела человека, который мне недавно чуть не убил, и я сказала, я его видела, он где-то здесь ходит.
по району, он здесь находится. И ты, мой муж, вместо того, чтобы меня защитить, начал меня оскорблять. Значит, напомнил мне это все. Мало того, что я эту тварь увидела, так я должна до утра эти концерты слушать. А что я должна говорить? Любая нормальная женщина сказать, уезжай. Больно, втройне больно, причиняй со всех сторон больно. Я уже не могу это вынести. Уезжай. Я говорю, я тебе говорю, не надо мне ничего, уезжай. Вот, ты сама сказала уезжай, а сама вот это. Я сказала уезжай, а если ты был мужчина, ты бы сказал, никуда я уезжать не собираюсь. Я останусь здесь, пока эта опасность минует, потом уеду. Обнял бы меня как человек, сказал, не переживай ни о чем. Ничего не хватало, пусть он попробует подойти. Вот тогда я бы сказала, ты мужчина, ты мой защитник, ты меня любишь. А прийти там, да ты что, да вот это, да все, мне ничего не надо, я поехал. Цирк, да. И когда мы встретились с этим человеком, знаете, я вышла с ним увидеться, я себя заставила. Он целый месяц меня уговаривал, разговаривал. Ну, пожалуйста, ну, на 5 минут просто увидимся. Ну, я тебя прошу. А я так не хотела, у меня был жуткий страх внутри. Я оттягивала этот момент как могла. Я вышла, знаете, я так вышла, чтобы ему не понравиться. Я вышла в очках. Он знал о моей операции. Я ничего не скрыла и не собиралась. Я вышла простому, там эту шубу черную накинула на себя, вот эти короткие, значит, сапожки. И просто вышла, вот просто по-простому, по-домашнему, просто вышла, чтобы он меня просто увидел, разочаровался, я развернулся и ушел, и мы, в общем, больше не разговаривали. И вот, как ни странно, по закону подлости, я ему понравилась именно в таком виде, в котором я вышла, чтобы не понравиться. Я показала ему все свои отрицательные стороны, чтобы он отстал, ушел. Но он выдержал, потому что он понял, что во мне говорит жуткая боль и страх. Ни секунды не желала я и не нравиться, ни что-то планировать. И мы погуляли с ним, посидели в кафе, он меня проводил до дому, поцеловал меня за руку, и я поднялась домой. Закрыла дверь, у меня началась ужасающая истерика. Я разрыдалась так. Я даже помню, что я Яне отправила голосовой. Она говорит, я подумала, что там, я не знаю, что произошло. Оказывается, просто вы гуляли там полчаса. Я себя почувствовала предателем. Вот при всем, что мне было сделано, при том, что мы 2 года не жили вместе, мне такое ощущение было, я как будто кого-то предала, как будто я слишком правильная. Это мне мешало жить и мешает. И, наверное, будет мешать еще не раз. Мне было ощущение, что я просто вот сделала жуткий предательский шаг. У меня прямо аж голос охрип от этих рыданий. И потом мне стало легче. Просто облегчение наступило. И, знаете, через силу я себя заставляла идти на свидание, встречаться с ним, чтобы заглушить эту боль. Это все-таки очень больно. Невзирая на то, что ты закрываешь эту страницу, а закрываешь, потому что ты сильная женщина, в отличие от многих женщин, которые мирятся, потом расходятся, снова мирятся, снова раз. Нет, это не то. Один раз поставила точку, хватит. Не должно быть никак. Удержите себя. Как бы ни было тоскливо, больно, одиноко. Все. Все и всегда помните, вот стоит опять начинать, и будете тот же ад, и 20 раз страшнее. И вот потом, понимаете, уже эти встречи, разговоры, смотреть вместе фильм. Я никогда не смотрела, я тосковала просто. Посидеть с человеком, фильм посмотреть, обсудить, поговорить. Просто человеческие отношения. Потом, когда ребенка привезли, ребенок его принял, и они как
друзья стали общаться. Мне просто вот полегчало, и вот этот камень, этот груз упал, потому что я своего ребенка никогда ни с кем не знакомила, кто бы ни был в моей жизни. Он единственный первый мужчина, с которым познакомила, потому что я убедилась в том, что это вот то, что мне надо. И знакомство с его дочерью, которая очень хороший ребенок, воспитанный. И, и это слово, знаешь, спасибо тебе вот за то, что ты стала другом моему ребенку. Я говорю, а как должно быть? Это нормально. Да, может быть, это и нормально, но я такое... У меня не было такого, и я тебе просто благодарен. Ты начинаешь чувствовать себя человеком. Ты понимаешь, оказывается, что ты там с какими-то таксистами не спишь, со всеми подряд. Оказывается, ты очень высокоморальный человек. Оказывается, ты достойный человек, тебя можно любить просто. Это бесконечное уважение, дорогие друзья. Не скажу, что у нас вот все было гладко, хорошо. Вначале я действительно была очень агрессивно настроена, потому что у меня началась вот эта ненависть ко всем мужчинам, вот, потому что слишком много боли они мне причинили ни за что. И эта агрессия прям фанила от меня, это выходила, эта агрессия. Другой человек бы это не стерпел. Но постепенно, постепенно оно, знаете, этот страх прошел, и эта агрессия тоже прошла. Да, я пыталась показать ему себя со всех страшных сторон, чтобы вот он вначале понял и отстал, и вот и правильно, и так и есть. И я помню, что я говорила какие-то обидные слова, кричала вот так вот, и все вы одинаковые, пошел вон. И поднималась, сидела, и не хотела разговаривать. Но он постепенно, постепенно, вот знаете, подтопил этот лед. И его спокойный тон, и слова не агрессивные, мол, да пошла бы ты, вы сами такие, и так. Нет. Просто разговор. Мне потом становилось просто стыдно, и я понимала, что мне просто нервы не в порядке. Просто не в порядке нервы, и он тут ни при чем совершенно. Я не хвалю его, не перехваливаю. У нас есть свои минусы, свои плюсы, но он не подонок. Это самое главное в мужчине. У него есть чувство ответственности. Есть такие качества, которые, я думала, что уже в мужчинах просто вымерли. Это чрезмерная забота где-то, которая иногда просто бесит, раздражает, но потом думаешь, ну никогда этого не было. Реально было как-то похеру, ем я, вот остались у меня вообще на хлеб деньги или нет. Было, как-то было параллельно. И тут, и тут о тебе заботиться так непривычно. Вечно привыкшая быть сильной и за бабу, и за мужика. Не могу сказать вам за будущее, пока я чувствую себя счастливой. Пока я считаю, что... Понимаете как? Вот это именно тот случай, когда привели его, а не я искала, или не я познакомилась, или не я стремилась, вопреки всему и всем чувствам и ощущениям. Привели, и на сей раз я сопротивлялась этому всеми силами, и не хотела, и гнала его из своей жизни, если честно. Но человек понял просто эту боль и не стал мне как-то, знаете, так ставить это в укор. Он просто понял, из-за чего я так себя веду. Безразлично, агрессивно. А потом это начинает проходить, когда страх уходит окончательно, все становится на свои места. Я хочу, чтобы он был счастлив, он этого достоин. Со мной или без меня, неважно. Но я хочу, чтобы он был счастлив, и я ему это говорила. Если когда-нибудь ты меня разлюбишь, просто скажи это честно и будь счастлив. Я не опущусь до какой-то мелочной мести, хотя он злится от таких слов. Но я всегда говорю, я не желаю никому зла.
Я и тому человеку зла не желаю. Я ему сказала, когда рассталась, сказала, что я хочу, чтобы он был счастлив. Пусть он будет счастлив, живет, но без меня. Я просто с ним попрощалась. Я не стала как сука себя вести. Вот на, посмотри, вот у меня новый есть человек, а ты вот это. Нет. Мое прощание было совершенно другое. Я с каждым человеком и со своими бывшими друзьями также прощалась, пока они рот свой не открывали против меня. Я со всеми очень достойно прощалась. Я просто говорила, желаю тебе удачи, всего хорошего, и ты живи для себя, а я для себя. Все. Мелочно преследовать кого-то нет. Просто не трогай меня, и все. Я счастлива просто потому, что я не вынуждена жить с человеком. Это ужасно. Вот, наверное, это очень страшная вещь. Не скажу, самая страшная, есть пострашнее вещь. Но это очень страшно, когда ты живешь вынужденно, ты не можешь избавиться. А он не хочет уйти, он не понимает, что он причиняет тебе боль. Или понимает, и ему плевать. Это очень страшно, дорогие друзья. Ты себя чувствуешь просто в плену. Как будто тебя связали, как будто ты в каком-то сексуальном рабстве. Омерзительно каждое утро просыпаться, проклинать этот день, потому что ты вынуждена жить с человеком, с которым уже не хочешь жить, не хочешь его видеть. Слишком много было грязи, обид, боли. Ну не хочешь, понимаешь, это твое право. А человек не хочет понимать твое право. Он все переворачивает. Он говорит о том, что это не потому, что я плохой, а потому что ты просто кого-то нашла, не надо мне тут врать. Это еще больше боли причиняет, потому что тебя унижают как женщину, то есть не признают свою вину, а просто говорят, да скажи сразу, что ты шалавая, вот ты нашла кого-то, вот не надо мне тут мозги делать, вот я плохой, я такой сякой, ничего я не плохой, ничего я не сказал тебе плохого, я ничего не сделал плохого. Вот, давай, давай дальше про меня там, давай на меня больше грузи. Знакомые слова, я уверена, многим это знакомо. Увы, такое чувство, что все подонки одинаковые все-таки. Я благодарна тому, кто был в моей жизни, за тот жизненный урок и за ту силу воли, что я получила, хотя куда уж больше, но получила. Если бы не он, я, наверное, не ценила бы человека, который со мной рядом сейчас. Я благодарна судьбе за все. И за боль, и за лишение, и за все просто. И за тот момент, когда на меня просто все обрушилось, тут враги, там враги, в доме моем враги, поездки, усталость, просто измотанность от этой всей боли, страх того, что снова приедет и опять начнется и этот ад, и за все. Да, я это прошла с честью, опять прошла и снова прошла. Да, много мне приходилось проходить. Столько чего не снилось тем, который на меня лает. Как одна тварь сказала, вот откровение мне твои отправили, я как-нибудь сниму, скажу, настоящий ты не все сказала. Так и хочется сказать, слушай, ты тварь дрожащая, откуда ты можешь знать, что у меня было в жизни и чего я не сказала, если откровение это то, что человек говорит людям, миру, то, о чем никто не знает, кроме него. Откуда ты можешь, живность, знать мою жизнь и исправить, и добавить еще, и сказать то, чего не сказала я? Ты понимаешь, что откровение это святая святых, и трогающее откровение просто последнее убожество. Если ты такое снимешь, не просто, так я рада, снимай. Наоборот. Ты просто еще раз покажешь свой нижайший уровень на земле, и просто уже тебе в рожу плеваться, харкаться будут, потому что у каждого человека есть откровение. Никто не может знать, что было в душе человека, в жизни человека настолько, сколько знает этот человек. И откровение – это значит открытый разговор, откровенный разговор с людьми, рассказ
о самом сакральном, о том, чего никто не знает. А ты говоришь, я сверху добавлю, скажу, как было на самом деле. Ты убожество. Вот что я тебе скажу, тебе подобное ничтожество. Удивление людей. Вот, мы-то думали, сейчас против нее все пойдут, все ее бывшие друзья, все там это, все, кто ее ненавидит. Убожество. Если бы вы знали, что такое магия, вы бы знали, как воюют ведьмы. Они перекрывают все дороги, они закрывают все. Они против вас настраивают всех, даже тех, кто вначале хотел за вас быть. Убожество. Вы не знаете, что такое магия, и понятия не имеете. Если бы вы это знали, вы бы поняли, почему так происходит. Но вы обычные люди с улицы, просто мимо проходящие, поэтому вы не можете понять, как это, что это, а где же ваша магия, а где же ваша вера, знание в магии. Разве вы не знаете, что магия такое может натворить, что просто логике не поддается, но магии это можно добиться. Откровения они мои будут рассказывать. Эти убожества хотят меня победить. Человека, который тысячи раз окунался в эту лаву горящую и выскакивал оттуда, как птица феник, да, эти убожества хотят победить меня. Вот эти ролики детские, вот эта хренотень, это все такая ересь, которая не сравнится никогда с той болью душевной, которую мне приходилось в этой жизни пройти. Я платила за то, что других делала счастливыми. Вот эта злая сила, которая забирает у людей энергию несчастья, боли, она мне мстила просто всю жизнь. За то, что я людям помогала не стать жертвами этой злой силы, она мне мстила очень жутко. За других я платила слезами. Но я не жалею, это моя судьба. И я вам еще раз говорю, дорогие друзья, рассказываю не потому, что убожества какие-то выставили что-то. Рассказываю вам, потому что время пришло. Пришло время откровения просто. Я решила вам показать некоторые фотографии и рассказать просто, любила ли я человека, с которым жила 4 года. Любила очень. Люблю ли я его сейчас? Нет. Возможно, такое да. Умирает любовь. Абсолютно нет. У меня нет к нему сейчас ненависти, потому что ненависть – это слишком сильное чувство, чтобы испытывать к нему после всего, что он сделал. Нет. И презрения нет, и злости нет, ничего нет. Просто желание, чтобы больше никогда не видеть его в этом мире вообще. Я его забыла, я даже не помню его. Хотя они не могут смириться с этим. Как? Ты же любила! Все правильно, любила. Но любовь, которая не получает подпитки, любовь, которая получает только грязь и боль, и предательство, и удары в спину, и высмеивание моей боли, такая любовь умирает со временем. Поэтому я любила, но не люблю больше. Надо смиряться с этим. Иного выхода нет. Люблю ли я человека, который со мной рядом? Да. На удивление для себя я полюбила. Я думала, я больше никогда не буду любить. Похожа ли любовь вот та и эта? Нет, конечно. Каждого человека по-своему любишь. Они совершенно разные. И детей родители по-разному любят. Они любят всех детей, но по-разному. Кого-то любят с нежностью, кого-то любят с большей жалостью, кого-то любят с большей гордостью. Любовь, она разная. И я просто говорю тем женщинам, которые опустили руки, которые сдались, плюньте на всех. Вы живете один раз, не заставляйте себя жить с человеком, который не ценит вас. Просто недостоин он этого. Не надо ему посвящать свою жизнь. Свою жизнь никому не надо посвящать, если честно. Надо любить, надо заботиться о своей семье, о человеке, который рядом. Но не надо в нем растворяться, не надо говорить, что живу ради него, всей душой люблю, больше жизни люблю. Не надо, это глупо. Надо любить его, уважать его и любить себя тоже. Вот тогда получается настоящая любовь.
И пускай силы сами приведут этого человека. Поэтому я вам всегда говорю, когда мы сами пытаемся познакомиться, мы все равно подбираемся к дерьму. Ждите, пока судьба сама даст. Судьба плохого человека вам не приведет. Почему мы познакомились, почему мы воедино, знаете, сошлись, почему мы нашли друг друга, общий язык? Потому что и ему, и мне в тот момент было очень больно и тяжело, морально. И силы, видя нас всех, наши души, нас привели просто друг к другу, чтобы мы просто друг друга спасли. Я бы не погибла, естественно, и он бы тоже не погиб. Я бы работала, как работаю, никто бы ничего даже не понял, не ощутил. Дело не в этом. Дело в том, что силы просто захотели, чтобы мы жили живой человеческой жизнью. Не просто работать, дышать, кушать, пить, а жить человеческой жизнью, живой, чувствовать жизнь просто. Уважение, почитание. Мне 40 лет уже. Я всю жизнь мечтала, чтобы просто сидеть за рулем, чтобы человек возил меня куда-нибудь, куда мне нужно, чтобы он мне помогал. Я ни разу не помню за столько времени, чтобы он хоть раз позволил мне мусор вынести или сумки поднять. Понимаете, такие вещи для меня настолько чужды, настолько необычные, что, да, казалось бы, обычная вещь, ничего тут такого. Но качество мужчин, которые уже давно пропали, к сожалению, от этого и начинается уважение. Понимаете, дорогие друзья, с этого и начинается, когда я тогда таскала эти сумки, и человек даже не выходил меня встречать, эти огромные сумки, эти тяжелые, я их уже ненавидела. А я таскала продукты, там, вещи, то, что надо. И человек, зная даже, не выходил просто меня встречать и не считал нужным. А здесь, когда тебе не позволяют даже сумку взять, потому что нельзя, ты женщина, тебе тяжело не надо поднимать. Конечно, ты понимаешь, что да, мелочь, обычная вещь, нормальное дело, ничего необычного. Но, но не было этого. Черт бы его побрал. Вот сижу и на улице снимаю прямой эфир, вот мне приносят какао, мне приносят там спортивку, олимпийку надевают, потому что холодно. Но не было этого, ну вот не было такой заботы. Что мне врать-то? Ну да, орали все хором. Люблю, люблю, без тебя жить не могу, ты лучше всех, я умру, с ума сойду, застрелюсь. И все на этом. Но ради меня что-то сделать никто не собирался. Я говорю, во время опасности человек убежал просто. А сейчас просто услышал вот эту речь этого придурка, алкаша, схватил телефон и там сказал такое, что у этого ромашки до сих пор жопа горит от этих слов. Не может успокоиться. Я тоже могла бы его на место поставить, но приятно, когда мужчина за тебя говорит слово, понимаете? Когда ты знаешь, что есть защита, а это тот человек, который защитит. Даже если я с ним расстанусь, он меня защитит в любой момент, когда я позвоню или попрошу. Вот такие качества людей, особенно мужчин, я очень искала всю жизнь, но так и не находила, если честно. Я сейчас начала чувствовать семейный уют. У меня не было семьи никогда. Гости, родственники, друзья. Когда человек там вообще любит готовить, жарит, парит, варит, все на свете. Ты понимаешь, что это не тот вариант, чтобы побыстрее побежать выпить, вот выпить, успеть побольше выпить, еще пить, пить, что человек не нацелен на выпить и побольше, а на то, чтобы провести время приятно, чтобы готовить, чтобы красиво его на стол поставить, понимаете, чтобы тебе было приятно принимать твоих друзей, своих друзей. Вот о чем речь. И тем более, когда человек во всем все понимает, это просто невероятно. Я удивляюсь, откуда он столько знает, что куда надо
сделать, полки сделать, это сделать, электричество как, газ, как разобрать все полностью, почистить это, обратно поставить, машину разобрать. Я просто в шоке, если честно. Мне такие вещи первый раз в жизни вижу. Я обычно знаю рукожопых просто мужиков, которые ни хера не могут, и руки растут с жопой. И все надо делать. И за все ты платишь, и мастеров вызываешь, потому что ничего никто не соображает. А здесь человек, когда все может и делает обычные, казалось бы, мужские свои обязанности. И то, представляете, какой страшный век, дорогие женщины, мы с вами дожили. Вот реально страшный век. Что мы радуемся тому, что мужчина, что мужик это мужик просто. Вот понимаете, вот для нас это такой шок, такое прям откровение. Так, ничего себе, он и это может, и то может. А он должен мочь, он должен уметь. Тут нет ничего такого сверхъестественного. Но мы с вами настолько отвыкли от всего этого, что для нас это прямо чудо чудное. Ничего себе, он еще и газ может включить, оказывается. Он еще может по всему периметру вот эти понаставить вот эти, как их называют, эти светильники специальные. Весь двор светится. Ничего себе, он может еще и машину сам починить, оказывается. Он может эти все сетки на окна сам поставить, сам там прошпандорить, сам эту сварку сделать. Он сам может, оказывается. Знаете, жаль, что вот действительно, может быть, такой исчезающий вид мужчин, когда ты в доме просто слабая женщина. У меня первый раз в жизни такое, что я просто слабая женщина. Я сижу, делами занимаюсь, а там сами делают и сварку, и припаяли, и все это поставили, и эти полки все собрали, все сделали, там то сделали, это привезли, там сейчас делают забор, и я просто слабая женщина. И когда я спрашиваю чем-то помочь, мне говорят: хочешь помочь, не мешай. Я уже не лезу туда. Потому что эта привычка дурацкая уже прошла. Я чувствую, что я реально мешаю. Но я хочу, чтобы человек понял, что это не потому, что я не верю, не доверяю, а потому что я привыкла, что все должна делать я. Для меня это просто непривычно и неприлично. Как же ж так? И не я делаю это. Оказывается, женщину можно защитить. Такие вещи тоже существуют, оказывается. Оказывается, человек может с твоим ребенком найти общий язык, как будто это его сын. Оказывается. Оказывается, ты можешь спокойно спать всю ночь, и никто с тобой не скандалит. Оказывается, человек, даже если выпьет там с друзьями, придет, ляжет спать, оказывается, такие вещи существуют на земле. А мы-то думали, что после этого целый концерт должен до утра быть со словами «ты шлюха, шалава» и вообще я все знаю. Оказывается, есть человеческая жизнь, вон что. И не только ишачья работа и работа, понимаете? Вот такие вот откровения происходят и, скажем, изобретения новые в жизни. Век живи, век учись. 40 лет уже женщине, я только сейчас это начинаю понимать. Ну а что я видела в своей жизни, это кроме работы и работы? Много чего, но ничего хорошего. Я хочу вам сказать, что самое главное в моей жизни сейчас, я просто хочу жить, творить, идти вперед, и есть тот, кто этим всем гордится. Не сломать меня хочет и кайфануть, а гордиться, что я иду вперед и в любой момент готов меня защитить. Не знаю, что будет завтра, но я вас уверяю, что во всех своих отношениях за очень короткое время я понимала, что я с этим человеком жить не буду. И просто из-за стыда, из-за того, что люди вот скажут, из-за того, что ему больно будет, а может быть, он поймет, изменится, я просто терпела. Мы с ним сейчас прошли тот период, когда я уже понимала, буду я с этим человеком или нет, переходила все уже на терпение сквозь зубы, знаете, вынуждая себя, наступая на свой хвост. Вот этот период прошел,
И я поняла, что я не хочу с ним расстаться, и что все нормально. На удивление. Это наслаждение, это необъяснимое счастье, когда ты не вынуждена жить с человеком. Вот это может звучит смешно, но я хочу вам сказать, миллионы женщин вынуждены жить. Они понимают, что любовь умерла, что это не тот человек оказался. Они понимают, что им причиняет боль, что их просто морально выпивают, убивают, что они просто гибнут. Но они вынуждены жить из-за разных причин. Та причина, которая была у меня, я не могла выкнуть, потому что не хотел уходить. Жила бы у него, давно бы чемоданы собрала. Но поскольку это было у меня, мне было стыдно. Вот соседи, люди, что скажут, мне приходилось принимать человека. Да, я говорю, так и есть. Это страшно. Это очень страшно. Это как ты в рабстве. И вот сейчас понимаешь, что у меня нету ощущения вынужденности жить с человеком. Нету, понимаете, это реально счастье. Больше ничего не надо. Остальное все ты создашь и все поднимешь. Просто ты не боишься присутствия мужчины в доме. Ты не боишься, что он сейчас откуда-то приедет, закатит скандал, скажет тебе последнее слово. Ты не боишься принимать гостей, потому что ты знаешь, что после этого просто вы спокойно соберете со стола, он пойдет спать, скажет, я пойду посплю, устал. А я скажу, ну все, ладно, давай, я поработаю, еще кое-что сниму и приду тоже лягу спать. Все. Ты не боишься, потому что у тебя просто человеческая жизнь. Все зависит от человека, который рядом с тобой, поверьте мне. Все от этого человека. Встретите человека, будет жизнь. Встретите ублюдка, будет ад. Вот и все, что я хотела вам сказать. А тем, кто наивно полагает, что их детский сад, эти обзываловки, дура ты, там одноглазая ты, ги-ги-ги-ги-ги, вот эти тупые, вот эти наивные, просто детсадовские вот дразниловки меня сломают, и я вот такая вся уже, все, я бедная несчастная. Мне этих людей вот искренне просто жаль, потому что человеку, который такое прошел, вот эту вот херотенью пугать, что ты вот, посмотришь, мы там тебе вот это сделаем, видео снимем, какую-то фигню там покажем, тебя нарисуем с рогами. Ой, господа, вы смешные, реально. Вы не представляете, сколько раз я переступала через себя, как я свою душу пропускала через мясорубку, и сквозь слезы я говорила с людьми, помогала людям, снимала. Никто даже не догадывался, что в моей жизни творится. Поэтому, когда я вам говорю, дорогие мои, вы не знаете, что мы проходим, принимайте мои слова всерьез. Это не просто там какие-то обзываловки или там обидели меня или что-то не то сказали. Я вам еще раз напомню, что вот эти откровения мои, как разрушился мой брак и мой ад в Москве, который я сняла, это не все о моей жизни. За короткую такую жизнь я прошла очень много. Наверное, меня просто провели сквозь этот огонь и воду для того, чтобы я потом могла понять любого человека. Видите, на своем примере, скольким людям я спасла жизнь. На своем примере, скольким людям я показала и скольких научила заканчивать отношения и как справиться с этой болью, и что потом делать, и как быть. А значит, я не просто так это прохожу. Иначе все, что я говорю, было бы фальшиво, неестественно, начитано где-то. А тут я говорю просто из собственного опыта. На этом все, дорогие друзья. Я прошу очень, не надо жалобных комментариев, каких-то сочувственных. Не надо, я не сочувствие ищу. Я просто хочу поделиться с вами, чтобы, может быть, это кому-то поможет осознать, прийти в себя, понять. И помните, ведьмы тоже плачут. Да, у них есть власть, у них есть деньги, у них есть слава, благодарность и дорогие вещи. Но они за это такую дорогую цену платят, что навряд ли вы бы хотели такую цену отдать за все это. Всего хорошего.